Всем привет, с вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня у нас достаточно спонтанный обзорчик. Дело в том, что ехали мы мимо, хотели в одно место, а получилось заскочить в другое. Ну и ладно, не так-то это и важно. Я быстренько отфоткал меню, отправил Туин, и пускай она выберет для нас сегодня 4 каких-нибудь симпатичных блюда. Но это если нам позволят финансы, то может быть и 5 подснимем. Короче говоря, вся вина выбора сегодня на Туин, вся вина фейла из-за того, что другой ресторан, который мы планировали, на нас с Ромкой. Другими словами, спонтанный обзор. Так вот, оказывается, зашли мы в козий ресторанчик. Соответственно, здесь очень много будет запчастей козы, но хочется сделать что-то другое. То есть козу мы много раз пробовали. Например, один из последних обзоров вот здесь вот появится. Цены здесь вполне себе удобоваримые. То есть начинается все, ну, напитки это ладно. Грубо говоря, от 50, ну да, это лапша с какими-то запчастями, а заканчивается все 700 тысячами. Это что-то идет за килограмм. Не исключено, что это какая-нибудь ножища. Ну, нога у нас тоже была. Вот здесь посмотрите. Кстати, это довольно интересный опыт. Было очень вкусно. Также есть хот-поты. В среднем стоят по 300 тысяч донгов. Мы сейчас выберем что-нибудь. Одного блюда из тех 3, которые мы заказали, нет. Выберем еще 2. Друзья, напоминаю, что ролики сейчас в основном выходят благодаря вашей поддержке. Для поддержки канала есть несколько возможностей. Первое – это, конечно же, просто разовый донат. Огромное вам за это спасибо. А также можно оформить подписку на Boosty или Patreon. Что получаете вы на них? Первое – все ролики там без рекламы и каких-либо интеграций. Второе – это, конечно же, ранний доступ накануне выхода для всех. И третье – упоминание в финальных титрах с благодарностью, а если у вас высокие уровни подписки, с особенным оформлением этой благодарности, чтобы все видели, благодаря кому выходят ролики. Спасибо вам. Первое блюдо уже подъехало, но что интересно, это достаточно курьезная ситуация. Я спрашиваю у девушки: хорошо, это какие-то ребра, ну, может быть, это из того, что Туин заказывал. Я, чтобы знать цену, я говорю: девушка, покажите мне это меню. Даже перевел. Она такая: этого нет в меню. Я такой: а что вы тогда принесли из того, что мы не заказывали? Потому что у нас 4 позиции заказаны из менюшки. Но я вижу, что это у нас бамия с, очевидно, козьими ребрами. Я не против, это, очевидно, не очень дорогое блюдо, следовательно, давайте и пробовать. Пока цену не знаю, увидим ее в конце. Ну, ребрышки есть на шкуре с хрящичками. Это я, кстати, люблю. Ну, шкурка такая достаточно мягкая, могла бы быть и похрустящая. Ну, ничего, так и вкуснем. Для начала хочу попробовать просто шкурку. Очень неплохой гриль. Шкура достаточно мягкая. Это вкусно. Немного пожевать, конечно, но вы знаете, это хороший гриль, неплохой кусок мяса. Здесь косточек совсем мало, соответственно, это действительно можно съесть. Ну вот на этих вот ребрышках вроде тут в основном косточки прямо, а вот это хорошая часть. Отличное грильное мясо. Вообще никаких претензий. Роман, я вроде не особо голодный, я сегодня на обед борщица навернул, сам, естественно, приготовил дома, но это хорошие грильные ребра. Вкусные и не очень жесткие, на удивление, хоть и коза. Ну и быстренько бамию. Ну, я бы на свой вкус подержал чуть подольше. Она почти сырая, так, знаете ли. Просто рядышком ее кинули. Но все равно сойдет. Бамия всегда хорошо. Едем далее. Как всегда, не устаю напоминать. Салфетки платные. Обычно по 2000 донгов. Ну, в этом месте вряд ли дороже, а в каком-нибудь пафосном ресторане могут быть и по 5. Да, чуть было не забыл. Рома, по поводу ребер. Да, смотри, есть что сказать, потому что с учетом большинства обзоров, которые мы снимали до этого, и большинства мест, которых я посещал, я ожидал чего-то такого, что либо будет резиновое мясо, либо будет супер сладкое мясо, или что-то такое, вот, чего я не люблю. А здесь все идеально. И гриль хороший, и консистенция мяса хорошая, есть что поесть, и... А самое главное, по вкусу очень близко к нашим ребрам. То есть это не сладкое, это не там какое-то, знаете, экзотическое. Это хороший, обычный нашинский гриль. Знаешь, вот как шашлычок я сделал, вот такого же плана ребра. Отлично. А следующее блюдо, которое у нас подъехало, стоит 150 тысяч. И называется оно, если по переводчику судить, лицом к лицу с паром.
Ну, я так понимаю, что это с морды козы, снятое мясо и так далее, приготовленное на пару. Вот эта штука сразу же тебе на стол ставится, как только ты пришел в ресторан. Ровно так же, как и вот этот вот креветочно-ферментированный соус. Это супер вонючая штука. О, да. Так вот, давайте обгладаем лицо-то. Так, ну, тут похоже, в основном, конечно же, шкурятка. Ну вот и кусочки мяса тоже попадаются. Я не уверен, что из этого вот нужно что-то вертеть, тем более, что рисовой-то бумаги для этого как раз нет. Но я, как говорится, в прикусочку вот в этот, прости господи, соус и с мятой вместе. О, какой он густой, он еще и пузырится, ё-моё! В данном случае он еще и просто бродит, по-моему, в этом процессе. Ваше здоровье, господа! Фу. О. Не, с мятой неплохо. Ну, кстати, да, мята помогает. А с мятой интересное сочетание получается. Хотя я помню одну такую юмористическую серию картинок. Едет гнилая рыба с горки и, соответственно, воняет. Ей, значит, предлагают жвачку. Она съедает жвачку, и едет гнилая рыба с горки, только по снегу и воняет. Здесь примерно то же самое с мятой. Ой, жесть. Ладно, теперь кусок шкуры с куском лица. Жестить так жестить. Тут есть еще и ферментированный тофу. Ферментированный тофу бальзам после этого. В нем очевидно присутствует свой шарм. Почему-то он мне вкус Кока-Колы напоминает. Что же касается самого мяса, шкурка приятная. Достаточно мягкая, но не разваливается. И, соответственно, вот ты кусаешь так и очень неплохо. Ну, как желатин такой достаточно твердый. Может быть, чуть-чуть в середине вот этот вот жир, который между шкурой и между мяском. Ну, вот он может быть не очень. Он такой жидковат, знаете ли, консистенция не особо может быть приятная. Но в то же время, да вы знаете, это прикольно. Вот с этим тофу мне даже понравилось. Если второй раз вот с этим я не хочу пробовать, а с тофу, да. Здесь хороший кусок мяса еще при этом попался. Вот здесь тоже хорошие куски. Роман, давай. Здесь вон мясо, я смотрю, есть. Ну и шкура, да. Шкуры все-таки больше, чем мясо, но в данном случае это неплохо. Это блюдо на одного. Впрочем, 150 цена, это действительно на одного. Это очень неплохо. Захотел такое лицо обгладать, самое то. А ты без остроты, Ром. А я просто захотел в чистом виде попробовать, как они приготовили. И слушай, я вот обожаю консистенцию вываренной кожи, когда уже жир вытопился, да. И кожа стала такая эластичной. Ну, желе, как я говорил, желе, да, желе. медведики такие. И когда к ней еще мясо прикреплено, вот это вот выварено, да. Вот это супер круто. И здесь нету, опять же, избытка каких-то дурацких специй, которые я не люблю. Здесь просто лемонграсс и какие-то травы. И сочетание очень достойное. Прям. В целом согласен, здесь вот еще и хрящик. Это, видимо, рядом с ухом было. Очень даже неплохо. А ты с тофу не пробовал? Сейчас заценю. Давай с ним попробуем. Интересный соус. С хрящиком тоже хорошо. Что-то в нем есть, согласись. Ну, вот тебе он Кока-Колу напомнил, а мне бруснику. Знаешь, это как насчет дуриана. Все спорят, а что мне напоминает вкус дуриана? Кому-то бензин, кому-то жареный лук, например, мне, кому-то клубнику там и так далее, и так далее. Ну вот, может быть, здесь тоже многие люди не согласятся и поспорят. Так что однозначно можно сказать следующее. Этот соус интересный, не противный ни в коем случае, как вот этот креветочный. Следовательно, с ним неплохо, да, Ром? Отлично. Ну вот, поехали далее. И второй горшочек, который нам подъехал, стоит 120 тысяч. А это, господа, сердце козы. Сердечко мы, по-моему, еще не пробовали. Мозги были. Даже, по-моему, какие-то глаза были, еще что-то. Сердце до сих пор почему-то не пробовали. Ну что ж, давайте посмотрим. Давай поближе поговорим. Еще были сиськи и член.
Сиськи, член были, да, это правда, это правда. Ну да, это очевидно интересная штука. Я так мыслю, что будет достаточно жесткая, в отличие от лица. Ну вот это вот да, совсем другие куски мяса, это видно. Вот это вот, ну нет, это не печенка, да, ну по кускам видно даже, что это совершенно другое. Вот, видишь, не очень здоровый образ жизни вела, смотри. Жировые отложения на сердце имеются. Ну, так и попробуем. Для начала без всего. Жестко оценить. Мягко, капец. Не ожидал. А ну-ка, вот эту штуку с кусочком лемонграсса. Это прям вот полноценная стенка. Вот это пожевать посерьезней. Но вполне. Это вкусная часть козы. Действительно очень вкусная часть козы. Это и мясо. На удивление, кстати, не жесткое. Я думал, знаете, ну сердечко такое обычно, крутое. Ну, круче может быть только желудок. А следовательно, здесь, ну, прям очень здорово приготовлено, на мой взгляд. И самодостаточное. Очень неплохой набор трав. То есть лемонграсс, вот как Рома говорит, ничего лишнего. Ну, может быть, я вот опять же с листиком мяты это попробую. Нет, с мятой хорошо. Мясо с мятой – это хорошо. А главное, что меня здесь еще и радует, то, что ни одна часть, знаете ли, сердца порезана. То есть порезана, ну, очевидно как, это не целиковка, целиковское у нее все-таки вот такое. Здесь, наверное, половинка, наверное, сердечка, но порезанные разные его части. Соответственно, и помягче, где с жиром, и пожестче, где, значит, из серединки. Ну, это здорово. Тем более, что оно еще и дешевле лица. 120 тысяч, как я уже говорил. И, на мой взгляд, это очень даже неплохо. По количеству мяса... ну вот. Смотрите, здесь в середине, да, и еще есть. Так что и количество тоже неплохое. Роман. Слушай, вот то, что ты сказал, жесткая часть, я попробовал, ожидал прямо реально жесткой части, но она нет, она очень приятная по консистенции, прям очень приятно жуется. Мягкая часть еще более крутая. И знаешь, в чем прикол? Нет вкуса вот такого прям ливера. Вот, допустим, когда ты куриный... Ну, ты печеночный имеешь в виду? Или вот сердце куриное, или печенку куриную ешь, есть вкус именно вот этого ливера. А ну, здесь да. просто приятный вкус мяса. Ну, то есть не кишочка, как говорится, да? Полностью с Ромой в данном случае согласен. Это отличный набор. Мне он нравится больше, чем лицо, по двум причинам. Во-первых, вкуснее, во-вторых, дешевле. Понимаете? Так что к этому вообще никаких претензий. И вот эта вот частичка с жирком, она Роме тоже больше понравилась, да? Да. Ну тут совпало, что и жирок есть, и достаточно твердая часть. Неплохо. Ну, вот этого соуса еще. Все-таки он кока-кольный такой. Знаешь, жвачка раньше была такая, пепси-кола, подушечки. Вот что-то есть от нее. Интересная штука. Ну и что же, у нас осталось тут пару блюд попробовать. Короче говоря, вот это кайфовая штука. Прям смело можно заказывать. А у нас, Ром, следующая тарелка, опять же, не знаю чего. Это на язык похоже. На язык с не знаю чем. Сейчас попытаемся узнать. И у нас тут произошел небольшой казус. Дело в том, что я заказал лицо на пару, а то, что Туин заказывала, я не знаю. И сейчас приносят, я у девушки спрашиваю, а что это за часть? Она говорит, ну, это маска, то, что показывается мне перевод, маска на гриле. Ну, то есть то же самое лицо, только на гриле. В принципе, неплохо. Это абсолютно два разных варианта готовки, а следовательно, мы можем сравнить лицо, в каком варианте нам понравится. Пока что из лучше всего это было сердечко. Давайте зальем лаймом, и у нас есть еще какой-то остро-масляный соус. Его тоже попробуем. Это похоже вот на тот самый чили-сате соус, который очень много где здесь присутствует, и под ним частенько грилят. Поэтому к грильному лицу, я думаю, он хорошо подойдет. И давайте лаймиком пройдемся вот так вот по всем частям. Вот, хорошо. Для начала лицо на гриле с лаймом. Ну, здесь пожестче, конечно, шкурятка. Не сравнить с на пару. Лайм в тему.
Такая шкура получается, в общем-то, всегда и везде, когда грилят, значит, козу и так далее. Вот у нас была шкура вот этой вот огромной ноги козы, и, соответственно, когда мы срезали, она кое-где была хрустящая, а кое-где ровно вот такой вот вариант. Мне нравится либо на пару, либо супер хрустящая, знаете ли, чипсина. Тогда получается здорово. Здесь средний вариант, который, ну, знаете, не то, не сё, на мой взгляд. Она жесткая резина. То есть, ну, такую покрышечку жуешь все-таки. А по поводу мяса все в порядке. Здесь не только жесткая резина, здесь есть еще и, соответственно, какие-то мясные кусочки. Здесь, кстати, разделано, на мой взгляд, получше, чем там. Там все вместе. Сате соус. Давай, давай, остренький. Вот так. С семечками. Масляный, луковый, чесночный. Это моментально дает. Не очень острый. Но острота есть, но не очень. Вот к этому куску мяса, вот этот соус, просто вот так вот. Очень здорово. Мясо хорошо погрилено, в меру тверденькое, в меру сухенькое. По большому счету, это вот как закусочка, знаете ли, такая по типу джерков. Это вот ближе к этому. Поэтому вот такую штуку я бы, честно говоря, заказал одну на компанию, чтобы люди такие по чуть-чуть себе брали. А вот с этим соусом вообще замечательно. Он как раз считает для гриля. Очень луковый, слегка остренький, масляный такой. Вообще все как надо. Роман, пробуй. Я пока бамией оттопырюсь. Ну вот бамию надо им подольше держать. Ну и Роман. Я не могу сказать, какой вариант лучше, потому что и тот вариант мне очень понравился. Просто первый вариант, который был на пару, он более приятный, чтобы поесть. Допустим, если у тебя еще ложка риса, например, да. И вот несколько таких кусочков, отлично. А вот это именно под пивас. Ну, то есть закуска такая, да? Что по поводу соуса? Мне вот он очень понравился. Соус вообще отлично подходит вот под это мясо, да. Да, именно как закусочка, джерки, то есть на компашку вот эта вот штука очень хорошо. Оно стоит, кстати, 150 тысяч. Одинаковая цена с лицом там. Ну вот здесь, мне кажется, дороговато, потому что тоненький кусок, хотя много достаточно мяса. Почему-то вот у них такое дорогое. Хотя сердечко 120. Вот это было бы 120, я бы тогда совсем доволен был. Ну, потому что здесь, согласись, мясо, ну, хотя по граммам может быть одинаково и так далее. Все-таки еще очень много лемонграсса и объем увеличен. Ну да, да, это правда. Здесь не так много лемонграсса, здесь вообще его нет, здесь бами и мясо. Здесь навалено всякого другого еще. Другими словами, отличная закусь, пожевать шкуру, а вот мясо, мясные части с этим соусом, десяточка, вопросов нет. Ну и финалочка. Ну а финальное блюдо на сегодня – колбаски. Я так понимаю, это кровяные, ливерные колбаски. Мы их достаточно много уже пробовали. Их главная отличительность – то, что в каждом ресторане они чуть-чуть, но будут отличаться, потому что их вертят местные шефы. Соответственно, они на гриле, они вот так вот тебе нарезают, потом это и подают. А самое главное, их преимущество в данном случае – то, что они для нас бесплатные. Подошла хозяйка, просто такая положила эту тарелочку, говорит «хамтин», то бишь бесплатно, без денег. Дословный перевод, если. Ну и заценим. Это похоже на то, что они здесь везде делают, но по-другому. Сейчас расскажу, в чем дело. Здесь почти нет хрящей. Здесь нет вот этого здорового черного перца, ну, по крайней мере, в одном кусочке, который я попробовал. Это мягкое, может быть, я не знаю, какой ливер напихан, но, соответственно, кровяная колбаса с ливером, с жирком. Завернуто вот в эти вот не виноградные, а перечные, да, листья мы узнавали. И, на мой взгляд, неплохо, но отличается от других мест. Как я и говорю, каждый во что гораст, как вертит, так и хочет. Да, здесь хрящиков нет. Обычно с хрящиками, которые так попадаются, еще погрызть. Здесь, соответственно, они по-другому делают. Но это вкусно. Хорошие колбаски. А на гриле приготовленные, так вообще красота.
Есть? Я уже долго держу, у меня руки трястись начали. А если с соусом? Однозначно неплохо. Соусом с этим. Без этого. Вообще красота. Ну что сказать. Мы сегодня очень даже неплохое местечко нашли. Вот так вот случайно заехав, можно сказать, обнаружили мы достаточно неплохое местечко. Во-первых, недорогое. Во-вторых, с, ну, в общем-то, необычным мясом, то бишь козой. А следовательно, можно сюда заезжать именно чтобы попробовать. Потому что козу мы пробовали уже во многих местах. И ты знаешь, вот, Ром, не было у меня ощущения после вот всех ресторанов предыдущих, где мы козу пробовали, что ну вот здорово, я бы сюда вернулся. Да, есть определенные вещи хорошие. Например, мозги интересно в одном месте с прекрасным бульоном и соусом подавали. Где-то еще что-то. Здесь это ну, замечательные совершенно вещи, части, и они знают и умеют, как их готовить. И главное, мы взяли даже, может быть, преимущество того, что мы взяли одну и ту же часть, приготовленную по-разному, потому что это ну, совершенно друг на друга не похожие блюда. Здесь у них сразу гриль, здесь они вам все готовят, очень здорово и классно пожаренные ребра. Вот они, кстати, прямо здесь сейчас жарятся. Это ну, вообще одно из лучших вещей, потому что не очень-то еще и дорого. Другими словами, местечко это, как всегда, на карте, и оно далеко не последнее. Если захотели попробовать вот такое вот мясо, то welcome сюда. Ну а с вами был Константин, для подписчиков Костян. Всем пока. Доберемся до Ханоя. Вот еще что важно, ребята. Обязательно доберемся. А в конце вечера, когда вы уже попросили счет, зачастую приносят какие-то фрукты. Само собой, это бесплатно. В данном случае это гуава, но иногда это может быть арбуз, дынька, либо манго, зеленый обычно. Ну и разные другие фрукты. Да, почему бы и нет. Типа десертика. Вы знаете, с этой специальной солью хрустящая гуава, это очень даже неплохо. Ромка, давай тоже угощайся. Соль? Нет? Он смотрит в экранчик, поэтому ему сложно. Ну а мы на этом все. И у нас примерно 600 тысяч финальный счет. Сейчас оплачиваем и уходим. Пока, ребят. А у нас, Ром, следующее. Палочки возьми, а то уроню, сейчас улетят. Так, ну отлично, отлично. О, это у нас какие-то штуки. Да, накрывайте. О, так, твою мать, горячая это какая. Она, значит, вот поставить, и все, я ее никуда тронуть не могу, да? Вот так вот, значит, вы хотите.